Всем привет! Я сегодня иду на финал Евро 2024. Это главное футбольное событие Европы 4 лет. Это мечта многих, билеты достать практически невозможно, а цены уходят в космос. Но мне повезло, и поэтому я сегодня постараюсь вам показать все так, будто и вы сегодня побываете на этом финале. Я в сердце западного Берлина. Финал станет моим 16-м матчем Евро. Не думаю, что много людей посетили больше матчей, чем я. И это уже 28-й день моего путешествия на Евро и моего Евродневника. Я подхожу к точке сбора английских фанатов. Посмотрим, как англичане готовятся к матчу. У них тут и сцена, и флаги. В общем, подготовка идет полным ходом. Я, конечно, сегодня больше за испанцев, но надеюсь, как празднуют испанцы, я покажу вам после матча. Поэтому до матча мы с англичанами. Но Евро — это про дружбу. Видите, фанат Испании находится в логове англичан и отлично себя чувствует. Главный тренер англичан, человек, в которого они все сегодня верят. Он дает веру, надежду и любовь. Правда, неоднозначные отзывы о его футболе, но англичане в финале. Вы будете удивлены, но сборная Англии никогда в своей истории не выигрывала чемпионат Европы. Ну и всего разок и не выиграли чемпионат мира. Поэтому на сегодняшний день у этих всех парней очень большие надежды. И они надеются впервые выиграть. С англичанами все понятно. Поеду на испанский митинг-поинт, посмотрю, какая там атмосфера у испанцев. На фоне зоопарк. Берлин объединен футболом. Вся Европа объединена футболом. Дальше должен быть испанский митинг-поинт, но из горячего пока что только этот вечный огонь. По точке сборки отмена. Уже начался испанский фанатский парад, так что сейчас я его догонюсь и ворвусь в самую гущу.
Смотрите, вот она, немецкая чистоплотность. Идет колонна фанатов, а сразу за ней едут и сразу все убирают. Вот какой-то олимпиец. Я уже практически догнал колонну, ее хвост. Оцените размер колонны. Вон она где-то там далеко заканчивается. И где-то вот там далеко начинается. Возможно, это колонна сегодняшних победителей. Уже минимум 3-й выпуск он у меня в кадре. А вот этого парня, кстати, снимал после Франция-Бельгия в Дюссельдорфе. Узнаете? Оцените вообще масштаб этой колонны. Говорят, что паэлья лучше, чем чипсы. Как обычно, абсолютно бесконечная. Тяжело одновременно снять и начало, и конец, потому что конец где-то там очень-очень далеко сзади. Так, фанаты Реала на месте. Правда, одного главного сегодня не хватает, к сожалению. Аргентина же тоже испаноговорящая страна, поэтому понятно, что аргентинцы тоже за Испанию сегодня. Я не знаю, почему они все на него так реагируют. Это такая, видимо, местная знаменитость. Так выглядят матчевые шарфики. Никогда такое не покупаю, но вот уже стоит очередь за ними. Все знают про известную руку Марадоны, но теперь еще есть известная рука Кукуреллы. Тореадоры на месте. Пошел дождь, но и мы не сахарные. И вон уже виднеется Олимпийский стадион Берлина. Среди нас есть король. Он прискакал на этот финал. Подходим к Олимпийскому. Современные испанские нравы. Только что лил дождь, а уже светит солнышко, все счастливы. Вот так переменчива наша жизнь. Ребята приехали на финал из Мексики. Ничего себе! Группа англичан вписалась прям в зону подготовки испанцев. Ну, это Евро, тут все друг друга любят. Прямо уже перед стадионом намечается какой-то футбольный батл.
такого вот размера у вас должен быть рюкзак, чтобы вас с ним пустили на стадион. Ну, это реально 4, это реально очень маленький. Даже единорог прибыл на финал. Представляете, какая сказка. Это вход А. Тут сегодня входят фанаты сборной Испании, то есть я. А я еще пойду посмотрю на вход Б, где входят англичане. Посмотрите, кого я встретил. Ребята, которые посетили больше матчей, чем я. Can't start a fire without a spark. Built for is a fire. Take me home. Just don't wanna go to work. Англичане, как всегда, разбираются. Вот как правильно искать билет. Серьезная проверка билетов. Всех проверяют. Я двигаюсь к стадиону. Второй раз буду на этом стадионе. Олимпийский стадион Берлина. Построен в Олимпиаде 1936 года. Ну, вы понимаете, кем. Мой 83-й стадион и мой 7-й стадион Евро. Перед стадионом тоже есть маленькая фан-зона. Ну, вы же понимаете, меня интересует не фан-зона, а то, что будет тут внутри. По билетам. Но перед стадионом продают где-то по 1800. Если вам очень повезет, то вы можете купить билеты на финал где-то по 1300, по 1400. Но мой билет стоил 300 евро. Это просто сказка, чудо. Понятно, что я готов был платить больше, но мне повезло, и мне удалось купить официальный билет. Ну, потому что я с детства за Испанию. Я чувствовал, что она победит и выйдет в финал. И, в общем, я был как ее фанат, и мне, как ее фанату, предложили купить официальный билет. Но я просто прозрел. Ну, это большая удача, я не знаю, там 100 тысяч фанатов, и только некоторым рандомно предлагают такую опцию. И вот я каким-то образом попал в список тех, кому предложили купить этот официальный билет. Я, правда, тупанул. Мог купить 4, а купил 1. Я не знал, что я могу взять 4. И надо их брать сразу. Я думал, возьму 1, потом 3 доберу. Ну, вот так вот. И сейчас перед стадионом уже предлагали за мой там билет 1200-1300 перекупщики, чтобы продать сразу за 1800 кому-то. Ну, в общем, мог бы продать свой билет и заработать. Но вы понимаете, это финал Евро. Раз в 4 года. Это мой второй финал, потому что я уже был на финале Лиги Чемпионов. Теперь я на финале Евро. Осталось только посетить чемпионат мира. Конечно, я бы и за 2000 не продал этот билет. Так что вот такая вот сказочная история с моим билетом на финал Евро. Повезло. Я захожу на финал Евро. Там когда-то олимпийский огонь был. Вообще, мои места вот тут среди фанатов Испании. Но, я не знаю, посмотрим, может я смогу найти что-то интереснее. Кстати, как вам место? Вот сидишь вот тут вот. Так, оп. Отличного футбола, пацаны. Да, на финале Евро. Невероятно.
стадион сегодня в основном английский. Потому что для испанцев выиграть Евро это практически обыденность. А вот англичане его еще никогда не выигрывали и надеются выиграть сегодня. Вот и подошел к концу первый тайм финала Евро на табло 0-0. Но это достаточно ожидаемый счет для финала, потому что цена ошибки слишком высока. Обе команды играют очень осторожно. Сегодня очень символическое противостояние. Есть Ямаль, который может выиграть Евро уже в 16 лет. А за Англию играет Харри Кейн. Это великий нападающий, лучший нападающий сборной Англии, наверное, во всей истории. Но он никогда не выигрывал никакого крупного трофея. Что ж, посмотрим, чья сегодня возьмет. Tor für Spanien, Spieler mit der Nummer 17, Nico Williams. Number 24, Cole Palmer. Похоже, Саутгейт решил перехитрить судьбу. Он заменил Кейна на Ваткинса, и теперь, получается, Англия может что-то выиграть, если Кейна нет в составе. Вот такая вот хитрость. В полуфинале, кстати, именно это и сработало. Tor für Spanien. Англия, как это часто бывает, была близка к победе, но они снова не выиграли Евро. Джорджо Келлини будет вручать кубок. Он все-таки легенда. Я, кстати, был на его прощальном матче в Ювентусе. Congratulations to Lamine Yamal. Лучший молодой игрок турнира, конечно же, Ямаль. Неудивительно. Англичанам выдали их серебряные медали. Испанцы идут за своим золотом. Испанцы празднуют победу. Fußballfans hier im Stadion. Это люди собирают стаканы. Напоминаю, каждый по 3 лета. Вот еще один охотник на стаканы. Испанская встреча. Получается, Ямаль выиграл Евро в первые дни своего 17-летия, а Кейн за всю свою блистательную карьеру все еще без трофея. Не достался ему вот этот вот Кубок Европы. Как, собственно, кстати, и Англия все еще без Кубка Европы. Группа бананов тоже присутствовала на матче. Вот такой вот он был последний матч Евро мой. Все, Евро закончилось. Грустненько. Но по сравнению с теми празднованиями, что я видел на Евро, даже от тех же испанцев, когда они просто проходили дальше, что-то сегодня как-то не чувствуется феерии. Видимо, для них победы на Евро это уже стала какая-то обыденность. Вот так, вялик. Вот англичанин празднует победу сборной Испании. Мне кажется, он как-то даже более активен, чем испанцы. Я смотрю, испанцы переняли у шотландцев тему ходить в юбках. Не знаю, в чем смысл этого. Смотрится странно. На метрошке домой.
думали, может, есть большое празднование возле Бранденбургских ворот, но они закрыты и даже не светятся. Но вот тут остатки испанцев, которые празднуют. Вот такая вот испанская праздничная карета. Ну, как-то я большего ожидал от победы Испании на Евро. Это Ярик, мы с Яриком вместе много матчей посетили. Ярик, сколько ты посетил матчей на Евро? 10 получается матчей. 2 матча группы, 3 матча 1/8, 2 матча четвертьфинала, 2 полуфинала и финал. Сколько ты примерно потратил денег на Вот билеты сейчас на я Евро? посчитал, это 2875, что ли, у меня получилось. Как вот твои эмоции от Евро? Как впечатления? Слушай, да, все вообще супер. Ну, я доволен, что я посетил финал, полуфиналы и вот такие крутые матчи. Ну, то есть крутые стадии скорее. Матчи могли быть и поинтереснее. Финал, конечно, мне понравился, и полуфинал, кстати, тоже. Но остальные матчи могли бы быть и поинтереснее. В общем, ты в восторге от Евро, да? Ну, на 4 с плюсом, точно. Вот так. Не жалеешь о потраченном? Я точно не жалею о потраченном, но я буду думать о последующих турнирах футбольных. Ну, желаю тебе побольше большого футбола. Побольше и крутых денег, матчей. побольше денег зарабатывать, чтобы ходить на чемпионат мира Вот в Штатах. Типичная Вот. фанатская мечта. Все, до встречи в Штатах. Да, в Канаде. Вот и подошло к концу мое Евро. 28 дней, 16 матчей, в том числе финал, 7 стадионов, огромное количество городов, встреч, самых разных эмоций. Я рад, что это все было в моей жизни. Приятно, что я не поленился и снял это все для вас, ну и для себя в том числе. Теперь у меня есть эта память, но главное, тут эти воспоминания, думаю, со мной теперь до конца жизни. Так что рад, что это все было. И до новых встреч, до новых приключений.